Всем привет, с вами Полина Деш, и сегодня я записываю для вас праздничное видео. Я хочу поздравить всю женскую аудиторию моего канала с 8 марта. Во всяком случае, в России у нас празднуют этот праздник. И хочу пожелать счастья, хорошего настроения и много подарков в этот праздник. И так как 8 марта это женский день, то я записываю это видео только для девочек. Мальчики могут уходить. Итак, много людей просили меня снять видео о моих подарках на день рождения. Обязательным условием для съемки этого видео было набрать 60 лайков под влогом с моего дня рождения. Но 60 лайков так и не набралось, поэтому данное видео не появилось на моем канале. Прошло какое-то время и приближалось 8 марта. Я очень долго думала, что для вас снять и чем вас порадовать, и поэтому встречайте! Обзор... Данную модель мне подарили на день рождения, и она достаточно новая, потому что вышла в продажу только осенью 2017 года. Я уже успела им попользоваться и подробно изучить все фишки этого телефона. Поэтому я сейчас вам расскажу, почему стоит купить HTC U11. Трудно не согласиться, что когда мы приходим в магазин, чтобы купить новый телефон, мы обращаем внимание на дизайн данного телефона, то есть как он выглядит. У HTC U11 очень красивый и впечатляющий дизайн. У него стеклянная поверхность, которая еще и переливается, то есть в зависимости от освещения поверхность моего, например, телефона может быть как синий, так и фиолетовый. HTC U11 бывает нескольких цветов: белый, черный, красный, голубой и, как у меня, синий. Но вернемся к стеклянной поверхности. Эта поверхность может очень быстро заляпаться и оставлять от ваших пальцев отпечатки. Представители HTC также это понимают, поэтому в комплект к телефону будут идти прозрачный чехол и фирменная тряпочка HTC для протирания поверхности. Теперь давайте перейдем к так называемым внутренним вещам. Для девочек, конечно же, главное в телефоне — это камера. Основная камера данного смартфона очень хорошая, и она по качеству обошла камеру телефона Google Pixel. Объясню. До 2017 года камера телефона Google Pixel считалась лучшей среди камер остальных смартфонов. Но осенью 2017 года камера HTC U11 обошла камеру Google Pixel. Этот факт уже должен заинтересовать. Камера у HTC и правда отличная. У нее очень высокое разрешение съемки, и с помощью нее получаются очень качественные и четкие фотографии. Также в этой камере присутствует автофокусировка, то есть она может быстро сфокусироваться на каких-то местах и объектах. Фронтальная или же передняя камера также имеет высокое разрешение съемки, и с помощью нее селфи получаются отличными как днем, так и ночью. Теперь давайте перейдем к режиму видео. Видео, которые создаются с помощью камеры HTC U11, также получаются отличные. И фишка, которая присутствует у HTC U11 при съемке видео, это так называемый звук 360 градусов. То есть, когда вы записываете видео, ловится каждый звук. Если же вас это не устраивает, то вы можете приблизить камеру к какому-нибудь объекту, и звук будет исходить уже со стороны этого объекта. Если вы любите фотографировать, и вы хорошо фотографируете, и увлекаетесь фотографией, смартфон HTC U11 специально для вас. У HTC U11 очень хорошая защита. Есть датчик отпечатка пальцев, и на всякий случай HTC U11 предоставляет вам систему пин-кода. Теперь звук. У HTC U11 также очень хороший звук, и у него динамики с двух сторон. Первый динамик находится в нижней части смартфона, а второй динамик находится на передней панели. Как я уже сама смогла убедиться, звук получается очень такой мощный, качественный, и даже при минимальной громкости все равно будет очень хорошо слышно. При максимальной громкости вообще оглохнуть можно. Теперь давайте перейдем к фирменным фишкам данной модели. То есть таких каких-то уникальных вещей я еще не видела ни у одного смартфона. У большинства смартфонов разъемы для зарядки наушников разные. В HTC U11 это один разъем. То есть, если вы заряжаете телефон, вы не можете прослушивать музыку. А если вы прослушиваете музыку, вы не можете заряжать телефон. У большинства наушников
наушников разъем 3,5 мм. Производители данного телефона решили и эту проблему. Наушники, которые также предлагаются в комплект к телефону, имеют такой достаточно широкий разъем и подходят только к данной модели. Наушники тоже достаточно уникальные и сделаны по последним стандартам. Наушники называются HTC Boom Sound, то есть они имеют функцию активного шумоподавления. Если вы не любите активное шумоподавление, отключите в настройках телефона. Для тех, кто не хочет расставаться с любимыми наушниками, а у них разъем 3,5 мм, существует переходник. Вы подключаете свои наушники к данному переходнику, а переходник к смартфону, и вы можете спокойно слушать музыку через свои любимые наушники. Дальше, функция Edge Sense. Edge Sense, или по-русски сжимаемые края, это очень удобная, на мой взгляд, функция. В своем телефоне я настроила так. При коротком сжимании у меня включается камера, а в самой камере при коротком сжимании у вас будет делаться снимок, а при длительном включается и выключается фонарик. Надеюсь, мне удалось вам показать, почему стоит купить HTC U11, а также рассказать, почему данный телефон необычен и интересен. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!